Здравствуйте. Мы с вами продолжаем занятия по курсу православной психологии. Сегодня я бы хотела, чтобы мы с вами разобрали принципы духовно ориентированного психотерапевтического диалога, которые, как мне кажется, имеют универсальное значение и могут использоваться и для как бы такой самопроверки, да, нашего общения и в нашей семье, и с нашими какими-то близкими друзьями, и на работе, да, в каких-то рабочих ситуациях. И, в общем-то, вот это мое мнение, оно может быть подкреплено очень как бы разными как бы такими ответными, да, какими-то сообщениями, во-первых, от моих студентов, да, и, во-вторых, в общем-то, действительно можно упомянуть, что даже, оказывается, как я недавно узнала, существует некоторая такая модель, используемая в курсе обучения менеджеров, да, менеджеров продаж, в которой использованы принципы духовно-ориентированного диалога. Но это, в общем-то, такой анекдот некоторый, потому что, вообще говоря, менеджерская работа, она в значительной степени манипулятивная. То есть основная задача, да, это действительно сподвигнуть человека к тому, чтобы он сделал какое-то, так сказать, определенное действие. Например, там покупку какую-то, да, или вот заключение какого-то там договора, согласия и так далее. Да? То есть вот мы с вами всячески будем акцентировать, что принципы действительно универсальные, но действительно очень важно, что направленность вот самой разработки духовно-ориентированного диалога, она принципиально антиманипулятивная. Итак, вот давайте с вами после того, как мы уже остановились на некоторых из принципов, на очень важных принципах, да, принципы доминанта на собеседнике и вне находимости, давайте с вами разберем весь комплекс принципов, которые, в общем-то, представляют из себя некоторую такую достаточно стройную последовательность, при выполнении которой мы с вами можем действительно рассчитывать на то, что наше общение, наш диалог может выйти на такой вот духовный уровень общения. И здесь, безусловно, мы постоянно будем говорить о том, что вот есть вот такое вот душевное общение, да, наше такое эмоциональное, зачастую связанное с тем, что вот, как мы с вами уже говорили, разбирали, с тем, что связано с наличным «я» человека, да, с его какими-то земными потребностями, с его вот этими дефицитарными потребностями по маслу, да, с его какими-то такими вот земными, да, вот делами, и мы как раз будем здесь проводить определенные границы. Мы с вами будем подчеркивать то, а каким образом, да, здесь можно почувствовать именно вот наш такой, так сказать, подъем некоторый, да, на именно уровень духовного контакта, именно на уровень контакта с, так сказать, высшей частью душевной организации человека, а именно тем, что Тамара Флоренская назвала «духовное я». Итак, вот первый принцип из 14, которые были сформулированы Тамарой Флоренской, это принцип признания в собеседнике духовного «я». Вот о том, как понимается духовное «я», мы с вами уже говорили на предыдущих занятиях. Вот давайте попробуем уже встраивать вот эти принципы в какие-то такие конкретные реальности нашего общения. Итак, вот признание в собеседнике духовного «я». Мы с вами уже говорили о том, что действительно это зачастую очень непросто, потому что вот это наличное «я», да, нашего собеседника, оно действительно может быть очень тяжелое, оно может быть с нравственной точки зрения неприемлемое. Человек может производить вот отталкивающее, отвратительное впечатление. И, в общем-то, этот принцип, да, признания в собеседнике духовного «я» стоит первым, да, он характеризуется как исходный, как основной, как базовый. Потому что если мы с вами его не исполняем, то, в общем-то, дальше у нас как бы возможности, да, перехода на именно духовно ориентированный диалог, в общем-то, ну, ожидать не приходится. Да. Конечно, могут быть различные чудеса, но
В общем-то, вот мы с вами здесь говорим о некотором таком, так сказать, разработанном комплексе принципов. Итак, вот признание в собеседнике духовного «я». Как можно прокомментировать этот принцип? Можно сказать следующее, что, в общем-то, действительно мы вот это духовное начало в человеке непосредственно воспринимать не можем. Мы не можем его определить формально-логически. Здесь мы с вами, в общем-то, попадаем, да, в ту область, которая уже выходит за рамки научной психологии. Это, безусловно, необходимо для того, чтобы лучше понимать человека в его целостности, в его духовно-душевно-телесной организации, в его душевно-телесной организации, да, вот если принимать такую дихотомическую точку зрения. И, в общем-то, действительно, может быть, здесь уместно привести такие замечательные слова отца Бориса Нечипорова, который, будучи психологом по своему базовому образованию, стал священником, и он действительно комментирует здесь попытки психологии изучать личность следующим образом. Он говорит о том, что если мы стремимся человеческую личность понять, исследовать, не учитывая богочеловеческую личность Господа Иисуса Христа, то, в общем-то, мы в психологии как науке будем заниматься не личностью человека, а личиной. То есть вот личность в христианско-антропологическом, так сказать, вот аспекте, да, она, безусловно, мыслится как имеющая вот это духовное измерение. И вот еще раз я подчеркиваю, что действительно вот в такой научной психологии говорить, да, о духовном «я» и пытаться определить его формально-логически невозможно. Недаром вот Тамара Флоренская нередко, так сказать, обращает внимание на какие-то вот такие смысловые моменты в словах. Да? Почему? Потому что определить — это значит определить, значит положить некоторый предел. И здесь как раз вот очень хорошо понятно, что вот это вот вечное духовное наше начало, да, как дар Божий, оно не имеет предела. Да? Оно вот простирается от нашей земной жизни в вечность. Оно определяет нашу духовную индивидуальность. Оно определяет вот то вечное, так сказать, бесконечное, да, развитие, которое человек может осуществлять уже в жизни своей, так сказать, вот в своей жизни в вечности. И здесь как раз вот нам очень важно учиться признавать в собеседнике его духовное «я», учиться его каким-то образом вот ну, как-то вот ощущать, каким-то образом его воспринимать, при том, что это, естественно, не цвет глаз, это не рост и вес человека, да, это не какие-то физические характеристики, это вот некое такое вот неуловимое, да, в человеке, которое, тем не менее, является в нем, по-видимому, важнейшим. И здесь вот я могу опереться на некоторые сведения, да, как раз из книги Флоренской, рекомендованные вам к изучению «Диалоги о воспитании и здоровье», под заголовок ее «Духовно ориентированная психотерапия». И в этой книге действительно дается некоторый такой комментарий к каждому из принципов, которые поясняют то, каким образом это, так сказать, работает на практике, каким образом можно вообще, так сказать, учиться применять эти принципы в своем общении. Итак, вот действительно мы не можем духовное «я» воспринимать непосредственно, да, или воспринимать на основе какого-то формально-логического определения. Это может быть только опытно, да, так как вот нам действительно святые отцы постоянно говорят, что духовная жизнь опирается на законы, постигнутые опытно. Не формально-логически, не умственно, да, не интеллектуально, а именно опытно. И здесь вот что можно сказать в качестве примера или комментария. Действительно, вот в какие-то периоды нашей жизни, при наступлении каких-то событий нашей жизни у нас есть некоторые, так сказать, вот возможности как бы почувствовать, да, ощутить в другом человеке его духовное «я», да, духовную индивидуальность. И, в общем-то, вот здесь можно привести некоторые примеры, в частности, когда человек, знакомый нам, близкий нам, да, уходит из жизни, то мы с вами зачастую вот
оказываемся в той ситуации, когда начинаем очень ярко, очень четко понимать, что какие-то элементы наших отношений, да, связанные с возможными конфликтами, с возможными какими-то чертами характера человека, они оказываются несущественными, что нам, безусловно, не хватает этого человека, недостает этого человека в нашей жизни, хочется к нему обратиться, что-то у него спросить, может быть, позвонить ему. Да? Мы постоянно начинаем хватать себя за руку и понимаем, так сказать, вот со временем, да, по, так сказать, истечении определенного времени, мы понимаем, что вот все это невозможно, да, мы ему, так сказать, не позвоним, мы с ним, так сказать, вот там не посидим, не поговорим, мы не можем к нему обратиться, что-то у него спросить. И мы начинаем ощущать вот эту вот незаменимость этой конкретной человеческой индивидуальности, этого конкретного человека. И прежде всего, да, безусловно, вот у нас как бы как шелуха отлетает то, что связано с возможной его там конфликтностью, с возможными шероховатостями его характера. То есть то, что мы с вами обсуждали в связи с вот этим наличным «я» человека. Да, какие-то комплексы, какие-то вот действительно дефекты характера, какие-то, может быть, дефекты воспитания этого человека. Допустим, вот связанные с отношением к вере и церкви. Да? Почему? Потому что, может быть, этот человек был воспитан вот в такой атеистической семье, где приняты были определенные мировоззренческие установки. Но очень важно, что вот действительно в таких ситуациях, в ситуациях, например, потери, мы очень четко, отчетливо, да, ощущаем вот эту нехватку человека, да, вот эту вот уникальную индивидуальность, вот эту ценность. Это в значительной степени связано с тем, что вот это духовное «я», вот эта совесть человека, да, она проявлялась в наших взаимоотношениях с этим человеком. Да. Он когда-то осуществлял вот эти вот настоящие, да, христианские, да, вот поступки, и вот в этом проявлялось его вот это вот духовное, да, вот достоинство. И вот именно это мы начинаем четко ощущать, когда мы этого человека, скажем, теряем, да, или когда расстаемся с ним надолго. Да? И вот действительно вот этот первый принцип признания в собеседнике духовного «я», он может нам очень хорошо помогать в том, чтобы терпеть какие-то болезненные проявления, слабости, усталость человека, да, и понимать, что они, вот эти проявления, не тождественны ему самому. Вот это вот очень важный момент, очень важное, так сказать, такое правило, да, духовно ориентированного общения, признание в собеседнике и уважение в собеседнике его духовного «я». Сейчас мы с вами второй принцип разберем, да, и вот приведем некоторые примеры. Да. Второй принцип, который, в общем-то, следует из первого, он гласит следующее, что мы не можем воздействовать на собеседника и управлять им, потому что глубина личности для нас является тайной. И духовное «я» человека — это действительно тайна человека. Да? Это действительно вот та глубина в человеке, которая будет раскрываться, да, в вечной жизни, да, и которая иногда как бы вот проблескивает вот какими-то, так сказать, вот такими моментами, да, становится нам ощутимой. Вот из того, что, так сказать, вот мы действительно признаем духовное «я» в человеке, уважаем его, мы делаем вот этот вывод, который, собственно говоря, является содержанием второго принципа, что мы не можем воздействовать на собеседника, управлять им, манипулировать им даже в благих целях. Мы с вами уже говорили, что действительно в психологии очень как бы много различных таких вот субъект-объектных подходов, когда можно человека рассматривать как объект воздействия, психокоррекции, отработки каких-то адаптивных программ поведения, как вот, например, в бихевиоральной терапии и так далее. Иногда мы говорили с вами, да, что действительно это может быть полезно, но это не имеет отношения именно к духовно ориентированному диалогу, о котором мы с вами сейчас говорим. То есть вот то, что духовное «я» — это тайна человека, да, то, что эта тайна человека связана со свободой,
человека, да, это очень важно. И здесь я как раз хотела бы привести пример, связанный с одним из таких практических приложений значит, духовно ориентированного диалога, разработанного Тамарой Флоренской, в решении конкретных задач. Я имею в виду такую форму работы, которая сейчас все более распространяется при приходах Русской Православной Церкви. Это приходские православные семейные клубы трезвости. И, как вы понимаете, да, если речь идет о клубе трезвости, да, то здесь речь идет о том, что в него приходят люди, которых, так сказать, вот в такой психологической терминологии называют зависимыми от употребления различных психоактивных веществ, и так называемые созависимые, которые, в общем-то, являются родственниками, близкими, членами семьи вот этого зависимого человека. Их, так сказать, нередко называют созависимыми. И в данном случае цель работы, да, вот этих семейных клубов трезвости – это стремление помочь вот членам этого клуба избавиться от своей зависимости от психоактивных веществ. В данном случае чаще всего это зависимость от алкоголя. И в то же время оказать помощь членам семьи, вот этим созависимым, в том, чтобы они нашли правильные, христиански обоснованные основания, да, вот своего общения в семье. Потому что, в общем-то, действительно вот есть такая точка зрения, и я с ней совершенно согласна, да, что вот человек, который оказывается в зависимости от психоактивных веществ, от алкоголя, наркотиков, там, каких-то других психоактивных веществ, он фактически ищет вот Бога, да, ищет нечто божественное, но он ищет не там. Да? Потому что действительно человек, который впадает в зависимость, он ищет каких-то особых состояний, какого-то вот такого особого духовного опыта. Да, и вот оказывается в плену в сетях у вот этой зависимости. Так вот, поскольку все, в общем-то, конечно, знают, да, насколько трудно человеку отстать от такого рода зависимости, я хочу привести пример вот из, так сказать, высказываний, да, членов вот этого одного из таких клубов, семейных клубов трезвости, который сказал, что очень много было, так сказать, со стороны моих близких, да, и каких-то специалистов таких попыток на меня повлиять, на меня повоздействовать. Но самое главное, так сказать, вот в том, что я принял четкое решение, однозначное решение больше не употреблять, было связано с тем, что на клубе ко мне отнеслись вот именно с уважением моего духовного достоинства и моей свободы. То есть не было ни морализаторства, ни, так сказать, попытки манипулировать, ни попытки навязывать какие-то, так сказать, правильные действия и, так сказать, заставлять, да, отказываться от неправильных действий. Было прежде всего уважение духовной свободы выбора данного человека. То есть вот действительно на практике вот эти принципы очень хорошо работают. Третий принцип, о котором мы с вами здесь говорим, да, третий принцип духовно-ориентированного диалога состоит в том, что психотерапевт или собеседник, да, он стремится к тому, чтобы услышать и подтвердить голос духовного «я» человека, с которым он общается. То есть вот дело человека, который встал в позицию консультанта, там, психотерапевта, приходского консультанта, может быть, катехизатора в некоторых ситуациях катехизации, да, это действительно слушать своего собеседника. И как бы человек при этом, если его внимательно слушают, он, в общем-то, как правило, готов высказываться достаточно полно, да, высказываться, так сказать, достаточно подробно. И задача именно в том, чтобы слушать очень внимательно и выделять вот эти вот голоса, да, голоса наличного «я» и духовного «я», голоса плотского человека, да, и человека уже духовного. И, соответственно, вот третий принцип нам говорит о том, что нам надо стремиться подтверждать, поддерживать голос духовного «я». Мы об этом уже говорили вкратце, да, сейчас мы с вами говорим об этом более подробно. Очень важно, да, как-то пытаться, да, чувствовать
вот эту логику духовного развития нашего собеседника, да, человека, с которым мы ведем диалог, с которым мы общаемся. И вот когда человек подходит к каким-то решениям, к каким-то вариантам, да, могут быть, да, какие-то, скажем, там подсказки, какие-то гипотезы такие, да, вот, например, а может быть это так, а может быть дело может быть в этом. То есть если мы с вами как бы нащупываем, да, вот этот вот, так сказать, голос, да, духовного я, то мы можем вот действительно как-то вставать, да, на точку зрения этого голоса, да, и спрашивать человека, да, задавать ему некие вопросы, связанные с тем, что, а может быть это вот так, а может быть дело в этом, а может быть дело в чем-то другом, да, и человек встает перед этим выбором, и, в общем-то, действительно у него возникает вот эта ситуация, в которой он может выбрать сторону добра, и эта сторона добра, как мы с вами очень хорошо понимаем, действительно зачастую она связана с тем, что человеку нужно в чем-то уступить, чем-то пожертвовать, да, вот проявить какую-то заботу, которая будет для этого человека, в общем-то, стоить, да, какого-то внимания, времени, сил, может быть, средств, да, и вот может быть расставание с какими-то материальными благами. И вот человек, попадая вот в эти вот, так сказать, ситуации, да, когда он стоит перед какими-то выборами, действительно вот с нашей помощью может действительно принять сторону добра, да, действительно сделать такой вот духовно правильный выбор. И вот очень важный момент – это то, что если мы действительно вот вошли в этот контакт диалогический, да, то мы можем начать как бы говорить на одной волне. То есть если мы начали чувствовать вот эту логику духовного развития человека, то от нашего собеседника можно услышать слова типа вот вы как будто говорите то, что я и сам или сама там думал или думала. Можно, так сказать, да, вот отметить как то, что нередко случается вот в ситуациях диалога, да, и это как раз уже нам сигнализирует о том, что у нас этот диалогический контакт, в общем-то, налаживается или практически уже налажен. Да? И тогда, в общем-то, действительно мы можем оказать какую-то помощь другому человеку в том, чтобы он встал на сторону вот добрую, да, на сторону светлую, на сторону вот этого своего духовного начала, и тем самым, чтобы он, в общем-то, продвинулся, да, в своем пути к Богу. Да? Вспомним вот этот вот круг преподобного Авва Дорофея, о котором мы уже говорили, да? Когда преподобный Авва Дорофей говорит о том, что человек как бы находится на радиусе, да, так сказать, который соединяет центр и, так сказать, периферию, да, вот этого круга, да, и вот в центре мира, который символизируется кругом, находится Бог, и человек фактически может двигаться либо в сторону к Богу, либо от Бога. Да? То есть вот это очень важный такой образ, да, образ-символ, который тоже можно держать в памяти, да, держать в голове для того, чтобы как-то себя проверять. Да? Вот, что со мной сейчас происходит, что сейчас происходит в нашем общении, да, и, соответственно, вот что мы делаем. Если мы дальше будем продвигаться по, так сказать, вот разбору, да, вот этих принципов духовно ориентированного диалога, то четвертый принцип, он сформулирован следующим образом. Диалогический контакт возникает по мере принятия личности собеседника. А принятие личности собеседника основывается на убеждении в духовном достоинстве человека, независимо от его наличного состояния. Вот здесь мы с вами опять видим вот эту увязку с первым принципом, да, с признанием и уважением духовного «я» и духовной свободы человека. Да? То есть независимо от наличного состояния человека мы с вами можем, да, наладить диалогический контакт и принимать личность собеседника. И вот как раз вот это вот уважение, да, и как бы памятование, да, о вот этом духовном достоинстве человека может нам помочь с любовью относиться к человеку, принимать его как своего близкого, даже в том случае, если он нам крайне
не симпатичен своими какими-то неприемлемыми, возмутительными действиями, своими какими-то проявлениями, возможно, да, даже, может быть, проявлениями в его общении с нами. И вот этот принцип, да, действительно помогает нам принять и полюбить этого человека, а это невозможно без признания вот этого духовного «я» и духовного достоинства человека. И действительно, состояние человека может быть очень тяжелым, но как бы вот относясь к нему на уровне признания его духовного «я», мы действительно можем вот установить с ним, да, вот этот контакт, действительно принять личность вот этого собеседника нашего, да, как ценную, как важную, как вот содержащую в себе вот этот образ Божий, который вот мы с вами можем попробовать человеку как бы помочь в себе лучше проявить и выявить. Нередко, да, люди, которые стремятся осваивать, да, вот этот вот духовно ориентированный диалог, они могут говорить о том, что вот нередко они по жизни понимают, что чем страшнее бывает вот это чудовище, вот наличное, да, чудовище, которое, так сказать, стоит перед человеком или с которым мы общаемся, да, это может быть в семье, это может быть в нашем каком-то, так сказать, профессиональном общении, там, на работе там, и так далее, да, вот чем как бы страшнее вот это чудовище, тем замечательнее найти в нем некий такой вот аленький цветочек, да, и вот некую такую вот ценнейшую, да, вот такую вот духовную струну, которая есть в каждом человеке, да, и действительно вот этого человека полюбить, установить с ним отношения действительно вот такие правильные в христианском, так сказать, понимании этого слова. И вот говоря обо всем вот этом комплексе принципов, да, мне кажется важным здесь дать вот эту разницу, да, обсудить еще раз, да, вот эту разницу вот такого любовного отношения к человеческой личности. Вот если я правильно помню, да, мы с вами уже приводили мысль нашего отечественного психолога Сергея Леонидовича Рубинштейна, который определил любовь как утверждение личности другого человека. Так вот, мне кажется, что это действительно вот очень христианская такая формулировка, да, очень христианские слова. И вот здесь очень важно действительно различать христианскую любовь, да, и вот привязанность, человеческую такую привязанность и ну, такое страстное отношение. Потому что действительно отношения любви, они очень рискованные. Потому что вот не зря действительно, да, скажем, греки в греческой культуре, да, потом это в какой-то степени перешло и в римскую культуру, да, в греческой культуре выделялись не менее 7 различных видов любви. И они обозначались разными словами. И здесь вот очень важно вот понимать, что действительно вот и состояние любви, да, и состояние, соответственно, принятия, да, человека, оно может быть очень разным. И вот когда мы помним вот эти слова Сергея Рубинштейна «любовь – это утверждение личности другого человека», да, здесь именно имеется в виду вот эта личность в ее совокупности, да, вот духовного «я» и наличного «я», в той целостности, да, которая является человек, или, вернее, который в здоровом своем состоянии, да, является вот такой удивительной гармоничной целостностью. И вот здесь действительно очень важно, что когда мы вот так целостно относимся к человеку, да, у нас действительно есть шанс проявить ту любовь к ближнему, которая как раз и подразумевается вот во второй заповеди, да, возлюби ближнего как самого себя. Но это нужно очень четко отличать от вот такой вот любви привязанности, да, вот такой вот земной нашей, так сказать, связанной с какими-то нашими потребностями в привязанности, да, потребностями в общении.
И общение может быть очень разное, да, по своей направленности. Вот от этого и тем более это надо отличать от любви как вот такой вот страсти, да, как такого страстного состояния, то есть уже некоторой такой вот плененности, да, вот этим страстным состоянием, которое, в общем-то, как правило, до добра человека не доводит. Поясняя еще вот этот четвертый принцип, да, того, что диалогический контакт возникает по мере принятия личности собеседника. А принятие основывается на действительно убеждении в духовном достоинстве человека. То есть очень важно держать вот эту такую вот установку на восприятие человека в целостности его. Да? Это то, к чему мы с вами призваны вот в нашем таком вот духовно ориентированном общении. И пятый принцип, который нам с вами можно еще, да, сейчас разобрать на этом занятии, это то, что наш вот этот вот контакт, да, в нашем общении, он связан с тем, что мы сопереживаем человеку в его наличных жизненных ситуациях, горестях и радостях. И это как раз контакт с наличным «я» собеседника. То есть нам очень важен не только контакт с духовным «я», да, которое мы можем как-то вот чувствовать, ощущать, да, в каких-то представлениях человека, в каких-то высказываниях человека, да, в каких-то рассказах о каких-то событиях и решениях в жизни данного человека. Но нам, безусловно, очень важно сопереживать человеку в его наличных ситуациях, в его горестях и радостях. Что, наверное, здесь важно отметить, да, что у человека может быть доминанта на каких-то его наличных ситуациях, да, в его жизни. И эти ситуации сейчас действительно являются для него наиболее важными, наиболее выпуклыми, наиболее значимыми. И нам с вами очень важно учиться, да, и уметь правильно сопереживать человеку вот в этих его наличных жизненных ситуациях, горестях и радостях. То есть устанавливать контакт с наличным «я» собеседника. И вот здесь, наверное, уместно вспомнить такой случай, да, из жития святителя Власия. И это действительно очень вот яркая, да, такая иллюстрация этого принципа. Вот в жизни святителя Власия уже в конце его земной жизни, когда его вели на казнь, описана такая ситуация. Вот некая женщина потеряла, так сказать, поросенка. То ли его украли, то ли вот у нее, так сказать, вот такое громадное горе, да, этот поросенок для нее был невероятно значим, и вот она подходит к святителю Власию, которого ведут на казнь, да, который вот сейчас будет уже претерпевать свои мучения, да, в своем свидетельствовании Христа. И она спрашивает его, чтобы он ей, так сказать, указал, где ее поросенок, что с ее поросенком, жив ли он и как ей его найти. И к этой женщине, так сказать, окружающие пытаются, так сказать, обращаться с такими, так сказать, упреками: ну что же ты делаешь, тут вот такое событие происходит, а ты со своим поросенком пристаешь. А святитель Власий действительно как бы приостановился и посочувствовал этой женщине, да, в ее наличной, так сказать, да, ситуации горести и, так сказать, трудности, да, и действительно вот сообщил ей, что там с ее поросенком, где он находится, и таким образом действительно вот удовлетворил, да, вот эту потребность этой женщины, да, вот в том, чтобы ее наличная ситуация, да, ее, так сказать, какое-то земное благосостояние, связанное с этим, значит, с этой скотинкой, да, с этим поросенком, оно было удовлетворено. И, в общем-то, действительно, это для нас с вами замечательный пример того, как мы по-христиански должны относиться к наличным горестям и трудностям вот наших ближних, да, в частности, тех людей, которые обращаются за какими-то, так сказать, за какой-то помощью, да, вот за какими-то разъяснениями, за какими-то ответами на вопросы вот к церковным работникам, которые, скажем, там дежурят в храме, да, или трудятся в храме, да, или просто вот о них известно, что они люди верующие, да, и люди могут задавать какие-либо вопросы. И, безусловно, да, вот, конечно, огромная, так сказать, да, прекрасная
иллюстрация, да, вот этого же принципа — это, конечно, притча о добром самарянине, которую мы с вами знаем по Евангелию, когда действительно вот проходящий, да, вот этот человек, он действительно реализовал, да, вот это сопереживание своему ближнему в его наличном, так сказать, горе, да, вот в этой, так сказать, избитости, да, покалеченности, ограбленности, да, вот этого человека, который в руки разбойников попал, и вот оказал ему всяческую помощь и содействие, да, даже вот как бы, может быть, посвятив этому какое-то время, заплатив за это свои деньги, да, может быть, так сказать, вот наступив на какие-то свои собственные, да, нужды, там прийти куда-то, так сказать, к определенному времени по своим собственным делам и так далее. То есть вот пятый принцип действительно очень важен, очень важно о нем помнить, и на следующих занятиях мы с вами разберем следующие принципы, приведем некоторые примеры реализации этих принципов. А сегодняшнее занятие мы с вами заканчиваем. И сейчас будем, так сказать, уже подводить итоги, отвечать на вопросы. А теперь вопрос.